Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня у нас очередной урок по красоте. Сегодня я покажу вот эту выкладку, покажу по линейке все размеры страз, которые я использую, размер филиграни. Также объясню, когда и как я выбираю размер шаблона, под какой диаметр шаров. Урок будет немного длиннее, но будет очень много полезной информации. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Ну и первое, начнем с шаблонов, чтобы их отложить. Вот здесь у меня шар диаметр 7 сантиметров. Вот я прямо по линейке показываю. Для него я выбираю шаблон 7 сантиметров. Здесь у меня шар 8 сантиметров диаметр. Для него я выбираю шаблон 8 сантиметров. Конечно, это все индивидуально. Кто-то хочет бантик побольше, кто-то поменьше, но это как я выбираю. И сегодня мы делаем вот такую выкладку. Здесь я буду использовать филигрань. Филигрань у меня размер вот 8 сантиметров на 3,5 сантиметра. И чтобы придать форму, я сгибаю ее, чтобы полностью вот так она подходила к шару. Если вы делаете один шар, то, конечно, вы его подгибаете вот так все, чтобы вплотную подходило. Если вы делаете несколько шаров, то обычно я беру вот одну я подогнула, остальные я беру и вот так все вместе, и у нас получается сразу все одинаковые филиграни. Это такой маленький совет, чтобы ускорить работу. Как делать бантик я показывала в предыдущем видео на маленьком шаре. И беру филигрань, и вот вы видите, она практически у меня уже все идеально лежит. Теперь я беру клей, я использую клей уху и наношу на филигрань. Наношу клей вот только вот на эту часть, так как у нас мы в эту сторону сгибали, по этой стороне филигрань не сгибается. Ну или сгибается не совсем хорошо. Поэтому я наношу только на середину, так как эта часть у нас будет немножко висеть в воздухе. Покажу на предыдущем. Наверху не наношу клей, так как она тоже у нас в воздухе. Вот я нанесла клей достаточно много и даю клею немного загустеть. Пока у меня филигрань в клею, вот сейчас объясню, что значит в воздухе. Вот вы видите, здесь она не подклеена. Подклеена у нас вся средняя часть. И вот здесь тоже клей не наносим, чтобы вы случайно не испачкали бантик. Клей у нас уже загустел, вот тянется. И я беру филигрань и укладываю. Я прижимаю вот этой стороной. И смотрю, чтобы ровно все легло. Чтобы у нас были одинаковые расстояния от вот этих страз. Не придавливаю сразу, даю немного закрепиться. И через минуты 2 придавлю и подержу, чтобы подклеилось. У меня немного постояло, и теперь я просто беру вот так, придавливаю. У меня клей даже выступает вот здесь. И когда он загустеет, будет держать хорошо филигрань. И даю полностью закрепиться. И пока филигрань закрепляется, я вам покажу размеры вот этих 3 больших страз. В середине у меня вот такой белый страз. Так, от единицы будем, чтобы лучше было видно. Вот у меня получается 13 миллиметров на 8 миллиметров. Это вот этот. Теперь берем большой. Получается 16 миллиметров на 11. Это у нас будет верхний. И вот этот получается у нас 12 миллиметров на 9, на 8. Сегодня будет нудный урок, но зато все сантиметры, миллиметры я вам покажу. И сразу их подклеим, чтобы они закреплялись, пока я буду вам остальное показывать. Наношу клей вот сюда и сразу наверх. Клея наношу достаточно много, чтобы у меня все подклеилось. Также даю клею немного закрепиться. И теперь укладываю. Укладываю первый камень, вот этот овальный, именно вот на вот эту середину. Вот.
Так, надо шар поставить так, чтобы ничего не скатывалось. Вот один есть. Верхний камешек. Так, еще чуть-чуть клея я там вижу, надо добавить. Это все идет медленно, конечно, работа, но это стоит того. Так, убираю клей. Вот вы видите, я всегда придерживаю паутинку. Конечно, по окончании работы все шары чистятся, но все же стараюсь все держать в чистоте. Вот. И второй камень. Вот подкладываю его и пододвигаю. И даю закрепиться. И в процессе работы я закрепила камни внизу, но всегда закрепляю камни между собой. Поэтому я беру клей и вот так добавляю еще вот сюда и вот сюда клея, чтобы все было между собой подклеено. Это увеличить целостность конструкции, так скажем. Клей я нанесла и все теперь пододвигаю. И вот теперь точно отправляю закрепляться. Следующие стразы, которые я буду использовать вот здесь, это у меня получается 8 миллиметров, почти 9 вот миллиметров и на 6 миллиметров. Я уже заранее нанесла клей, чтобы не терять время, и вот здесь они у меня будут располагаться. Так, еще чуть-чуть клея нанесу. Я вижу, что там не хватает. Вот, все сразу убираю. Вот вы видите, я всегда паутинку придерживаю. И подклеиваю. Так, следующие стразы у меня идут 12 миллиметров на 5 миллиметров. И их я подклеиваю вот сюда. Также я уже заранее нанесла клей, чтобы не терять время. И вот я делаю вот такую выкладку интересную. Так, и четвертый страз. Стразы я использую в цапах. Именно в этом случае я использую их в цапах. И, конечно, все между собой подклеиваем. Всегда добавляем дополнительный клей, чтобы все между собой подклеить. Видите, у меня даже рука дрожит, чтобы все держалось. Следующие стразы у меня идут 8 миллиметров на 4 миллиметра. И их я буду подклеивать вот сюда. С одной стороны и с другой стороны. Следующие стразы у меня идут 7 миллиметров. Вот я уже померила на 4 миллиметра. И я их и буду использовать вот здесь. Клей я уже заранее нанесла, чтобы не терять время, по обе стороны от большого камня. И вот здесь внизу. С одной стороны. Так, потеряла другой страз. Вот он, по-моему. Вот он, да. Ой. И с другой стороны. Да что ж такое, убегает. Так, сейчас найду его и вернусь к вам. И вот такие каплевидные буду использовать. Они у меня идут 7 миллиметров, почти 8 на 5 миллиметров. Я буду использовать вот здесь и наверху. Здесь я уже нанесла клей. Вот я хватаю, укладываю и пока все еще свежее, поправляю. Вот что у меня получилось. И вот здесь наверху у меня такие же стразы. И один идет чуть побольше. Вот верхушка. Оно идет у меня 9 миллиметров на 5-5,5. Где-то так. И здесь наверху я сразу наношу клей. Так, возьму, наверное, большой клей. Сразу удобнее, чем маленький. Когда надо много клея наносить, можно сразу из тюбика. Вот наношу вот сюда и на боковинке. Нанесла клей, убираю, паутинку ловим пальцем. У меня это уже все происходит автоматически. И наношу вот сюда
подклеиваю страз. И так, где мои? И вот сюда. Один. И второй. Все пододвигаем, если надо. И, конечно, все между собой подклеиваем. Вот если я вижу, что мне где-то надо добавить клея, я добавляю. Пока что еще это не склеено тут все, но чтобы у нас все держалось между собой, надо все подклеить. И обязательно все проверяем, чтобы у нас все между собой было склеено. Вот, отодвигаю чуть-чуть, наношу клей и все пододвигаю назад. И вот здесь я подклею вот такие простые стразы. Это у меня 20 номер. Обычно меня спрашивают, какие самые ходовые. У меня почему-то 20, 16, 12 номер. Вот эти самые ходовые. Вот я подклеила здесь. И теперь вот эти места, где такие немножко кажутся пустыми, я тоже заполню стразами. Здесь уже каждый заполняет стразами по размеру, который подходит именно сюда. Где больше, где меньше. Я уже их отличаю на глаз. Это у меня 16 номер и 12 номер. И вот эти стразы еще служат такой стеночкой для вот этих предыдущих страз. И по желанию, конечно, заполняем все пустые места. Как я всегда говорю, работа идет медленно, но зато все получается аккуратно. И вот сюда еще добавлю. Здесь у меня такие немного пустые места. И добавлю блеска. Вот что получается. И вот что в итоге получилось. Очень красиво. Конечно же, надо дать всему закрепиться. Клей сохнет окончательно 24 часа. И после высыхания все надо почистить. В процессе работы к темному цвету прилипает все, что можно. Некоторые пишут мне в комментариях, что у меня неаккуратно все торчит и вот эти от клея паутинки. Но я же не могу в одном видео показать вам все мелочи, иначе видео займет 3 часа времени. Ну, в общем, вот так. Конечно, все чистим и отправляем сушиться. И если в процессе моего видео у вас возникают какие-то вопросы, всегда пишите в комментариях. Я рада ответить и помочь. И в процессе работы я также собираю все ваши вопросы и стараюсь именно в своих видео уделять этому внимание, извините. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился. Вы узнали что-то новое. И, как я уже говорила, если есть вопросы, не стесняйтесь, всегда пишите. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.